Здравствуйте, в эфире опять Кинокафе. Здравствуйте, Адис. Здравствуйте, друзья. Рад вас видеть вновь. Давайте поговорим вот на такую тему. Обаяние советского кино. Все-таки почему оно так притягивает людей? Это ностальгия или это все-таки качество? На самом деле меня самого часто волнует эта тема, и я, в общем-то, ответа на этот вопрос еще не нашел. Но беспокойство ощущается. Я не могу понять, почему советское кино, на мой взгляд, более искреннее, чем нынешнее российское, скажем так. Вроде как все было, на мой взгляд, менее открытым в то время. Общество было более закрытым. Какие-то темы были запрещены к освещению и к затрагиванию в прессе, на телевидении или в кинематографе. Но кино и сам финальный продукт был, безусловно, искренним. Вот взять тот же самый фильм «Премия», всем хорошо известный, да? Или миллион фильмов там на эту тему, на производственную тему, на тему, я не знаю, партийных руководителей. Ужасная тема, на мой взгляд. Вообще тема «Премии» ужасная. Но посмотрите на состав актеров, которые там заняты. Самойлов, Леонов, да и кого сейчас не затрону, Янковский, звезды. Как они играют. Все это делается искренне. Тема не искренняя, а реакции людей искренние. Более того, видимо, режиссура как-то предполагала эту искренность. Я не понимаю, но я сам обожаю смотреть эти старые фильмы. Вчера только показывали, по-моему, «Любовь земная», по-моему, с участием Матвеева. Опять в заседании парткома, в главной райкома, в главной роли Яковлев. Да? Но посмотрите, как он играет. Замечательно, я смотрю и верю, не могу оторваться. В чем феномен? Не могу понять, чувствую разницу, но ответа на этот вопрос я не знаю. Я сам поклонник советского кино. Если бы мне дали волю, я бесконечно смотрел бы какие-то старые фильмы. Более того, есть несколько каналов телевизионных, по которым часто транслируют старые советские фильмы. Я не могу оторваться от экрана. С удовольствием смотрю эти фильмы. Получаю какое-то нечто, что я не могу получить от российского кино. То есть, в принципе, это отчасти ностальгия и отчасти это все-таки тот профессионализм, который был. Это не ностальгия. Это не ностальгия, потому что у меня ностальгии по советскому кино нету никакой. У меня ностальгия по той искренности, по тому профессионализму, который я чувствую прямо из кадра в кадр. За счет чего достигалась эта искренность, по вашему мнению? Не могу понять. Я не могу. Ведь вроде все те же самые актеры. Дай бог здоровья, Яковлев сейчас играет в нашем кино и масса других примеров. Но прекрасные актеры. Нету той искренности в нашем кино. Что происходит? Я не могу понять. В теме ли вопрос, в нынешних условиях. Я не знаю, может быть, общество должно быть закрытым, чтобы эта искренность выплеснулась на экран. Может быть. Но это ни в коем случае не ностальгия. Ну, сейчас вроде все разрешено, все можно снимать на любую тему, абсолютно на любую. Почему же не делают? Почему сейчас нету вот этого хорошего русского кино? Почему, несмотря на вот эту старую школу прекрасную, нету вот сейчас качественного, хорошего русского кино? Может быть, я думаю, может быть, отгадка кроется в том, что в старые советские времена уделялось, несомненно, больше времени и внимания производству, работе над проектом, над картиной. Я был свидетелем, еще был студентом Института кинематографии, и на практике мы были на Мосфильме и видели, как снимались там фильмы там «Победа», или, я очень хорошо запомнил. Каждой детали, каждой мелочи придавалось грандиозное значение. Каждой реплике актера, если реакция была не та, она оттачивалась. Скорее всего, разгадка кроется во времени. То время, которое уделялось проекту, съемкам, несоизмеримо больше, нежели чем нынешнее время. Нынче актеру не дают возможности собраться. Он приехал на площадку, у него нет возможности даже собраться на проекте. Он даже не понимает, он с листа читает что-то. Вот еще, может быть, в чем кроется отгадка. Но это, может быть, отгадка только актерского
актерской работы. А в чем же дело? Почему работа режиссера, оператора, художника того же самого, да? В чем эта неискренность? Может быть, те же самые ответы. Сейчас вот в данный момент в России снимается очень большое количество откровенного киношлака. И причем оно выходит с завидной регулярностью, выходит в прокат, и причем люди какие-то ходят на эти фильмы. Нужно ли такое кино сейчас в России? Почему сейчас так происходит, и почему востребовано такое кино? Потому что если оно снимается, если оно в прокате есть, то оно должно быть, то оно востребовано. Но кино всегда нужный продукт. Это же ведь зрелище и духовная пища, не побоюсь. Вроде как два разных значения, зрелище и духовная пища. А может быть, это как-то совмещается. Но без этого невозможно представить человека. Это частичка его мира, кино, которая толкает его к размышлениям каким-то, будоражит его как бы душу. Должно, во всяком случае. И представить без кино... В общем, зритель всегда тянется в кинотеатр. Равно как он тянется в театры на спектакли, также он тянется в кинотеатры. Просто кино более современная индустрия, которая вобрала в себя все нюансы древних зрелищных искусств, каковым является театр, да? Поэтому это более остро чувствующая индустрия нынешняя. Почему зритель все это смотрит? Вопрос. У него нет другого выхода. У него есть потребность, а ему ничего другого не предоставляют. Ему предоставляют, как ты хорошо заметил, киношлак. Он вынужден этот киношлак смотреть. Но, во-первых, это не его проблема, что ему предоставляют киношлак, а проблема тех людей, которые выпускают этот киношлак. Но тут вопрос. Люди, выпускающие этот киношлак, ориентируются, скажем так, на уровень потребителя, скажем так, невысокий уровень потребителя, чтобы их продукция пользовалась спросом. И замкнутый круг. Они ориентируются на уровень потребителя, выпускают все более и более некачественную продукцию, и в дальнейшем уровень следующих проектов будет еще ниже. На мой взгляд, производители кинопродукции всегда должны малость завышать планку, чтобы... Понятно, что они должны ориентироваться на уровень развития, но тут же, знаете, вот уровень развития можно сделать чуть лучше, а можно сделать чуть хуже. На мой взгляд, нынешний киношлак, он чуть хуже. И каждый следующий шаг это чуть хуже, и хуже, и хуже. А можно тянуть чуть лучше, чуть лучше, чуть лучше. Но, к сожалению, сложный процесс, и, видимо, это процесс не одного месяца, не одного года, а десятилетий.